Первый поединок между предком башни Пилюль и Хунь Цяньмо закончился ничьей. Это большой удар по планам главы зала душ. Будучи сильнейшими с обеих сторон, предок башни Пилюль и Хунь Цяньмо обладали силой 6 звезд Доушен. Однако разница между ними была незначительной, поэтому они долго сражались, так и не сумев определить победителя. Хотя смертельная схватка между ними могла бы и решить это, однако победитель неизбежно заплатил бы за это высокую цену. Было очевидно, что ни предок башни Пилюль, ни Хунь Цяньмо, эти два древних чудовища, никогда не стали бы сражаться до такой степени. Поэтому после ожесточенной схватки они согласились на ничью, результат который Сяо Янь счел приемлемым. Следующий раунд был не менее важным, он также решал судьбу Альянса Небесного Дворца. Сяо Чэнь и старейшина Хуньмо продолжили свою битву, не обращая внимания на окружающих. Следует отметить, что, будучи старейшиной клана Хунь, Хуньмо, хотя и не столь могущественный, как Хунь Цяньмо, уже достиг поздней стадии пятизвездочного царства Доушен, в то время как сила Сяо Чэня находилась лишь на средней стадии 5 звезд. С точки зрения уровней, Сяо Чэнь немного уступал ему, но ведь Сяо Чэнь был одним из 6 героев клана Сяо 1000 лет назад и гением, как Сяо Сюань. Его репутация не имела себе равных даже среди Хунь Цяньмо. Более того, Сяо Чэнь обладал большим боевым опытом, поэтому совсем не боялся Хуньмо. Сначала они сражались на равных, но далее произошло то, чего никто не ожидал. Проницательный взгляд Хунь Цяньмо заметил эту мощь Сяо Чэня. Он сказал главе зала душ: «Боюсь, Сяо Чэнь в этой битве не будет проигравшим». «Что?» Выражение лица главы зала душ изменилось после этих слов. Старик Хуньмо обладал пиком 5-й звезды, а Сяо Чэнь лишь средней 5-й звезды. Учитывая такой разрыв, старик Хуньмо должен был с легкостью одержать победу. В чем же дело? Как сказал Хунь Цяньмо, если бы с Сяо Чэнем было так легко справиться, он бы не приобрел в прошлом такую репутацию. Все, включая Сяо Яня, продолжали наблюдать за битвой этих двоих. Ранее Хуньмо призвал огромное тело проклятия жабьей души, которое доставило немало проблем Сяо Чэню. Оно, словно пушечное ядро, врезалось в кровавый топор. Удар оказался настолько мощным, что Сяо Чэнь был вынужден отступить. В этот же момент скрытая атака, ядовитая цепь, ударила ему в спину, но он успел изогнуться и отбить ее топором. Несмотря на защиту, отдача оказалась сильной, его рука онемела. Старик Хуньмо, наблюдая это, появился над проклятием жабьей души и начал насмехаться. «Сяо Чэнь, ты глупец, если думаешь победить меня». Он был уверен в своем превосходстве, заявив, что Сяо Чэнь слабее и должен отступить, чтобы не опозориться. Однако Сяо Чэнь молча поднялся в воздух. Его лицо оставалось неподвижным, но аура начала странно меняться. Она не усиливалась, а наоборот, сжималась и исчезала. Он поднял топор. «Одного удара топором хватит, ты умрешь». Хуньмо почувствовал опасность. Несмотря на внешнее презрение, он начал готовиться. Его доу-ци взорвалась, образуя мощные вихри защиты вокруг тела. Сила Сяо Чэня резко поднялась вверх и достигла уровня святого 5 звезд высшего уровня, сравнявшись с Хуньмо. Это шокировало всех, ведь его реальный уровень был ниже. Сяо Чэнь не предоставил старику Хуньмо времени для реакции. Кровавый топор уже ударил по странной дуге. Это была техника «разрез вселенной». В небе появилась кровавая линия. Даже воздух, разделенный этой линией, распался на 2 части. Старик Хуньмо ощутил застывание собственных конечностей. Аура смерти поднялась из глубин его сердца, но ему повезло, что он не был обычным человеком. Он быстро подавил панику. Если бы он не рисковал всем в этот момент, ему определенно было бы трудно избежать смерти. Пожрать проклятие насекомого. Хуньмо почувствовал смертельную угрозу, поэтому, осознав, что обычной защитой не выжить, он пошел на крайний шаг. Он применил технику «пожрать проклятие насекомого». Положил руку на проклятие жабьей души и полностью поглотил его. Огромное существо растворилось в крови и было им проглочено. После этого тело Хуньмо изменилось, из него начала вырываться кровавая энергия, а его доу-ци стала еще более жестокой и нестабильной. Он собрал энергию мира в огромный кровавый шар и бросил его навстречу атаке Сяо Чэня. Произошло столкновение. Кровавый свет накрыл всю горную цепь. Энергия была настолько разрушительной, что даже наблюдатели на большом расстоянии чувствовали ее силу.
Если бы она полностью высвободилась, половина падшей горы была бы уничтожена. Слабые культиваторы потеряли разум под воздействием этой энергии. Глаза Сяо Яня сканировали всю область. Где предок Сяо Чэнь? Сяо Янь уже собирался начать поиски из-за мелькнувшей в его сердце мысли, когда две фигуры резко вылетели из огромного кровавого шара. Их отбросило в разные стороны, они врезались в горы и разрушили их. Оба были тяжело ранены. Каждый из них выглядел очень жалко, а тела покрывала кровь. «Предок Сяо Чэнь! Старейшина Хуньмо!» Обе стороны были поражены, увидев жалкий вид обоих. Очевидно, никто не ожидал, что они будут сражаться так жестоко. Сяо Чэнь вытер следы крови с лица. Он посмотрел на старика Хуньмо, и его глаза стали несколько серьезными. Его сила действительно была только на уровне святого 5 звезд среднего уровня. Он не мог постоянно использовать подобную атаку, которая по мощи могла убить даже святого 5 звезд высшего уровня. Однако, к сожалению, старик Хуньмо также был безжалостным человеком. В последний момент он проглотил проклятое насекомое и предотвратил катастрофу. Конечно, проглотив проклятое насекомое, он значительно увеличил свою силу, но он также испытал очень сильную отдачу. В течение следующих нескольких десятилетий его прогресс будет стоять на месте. Такова цена. Сяо Чэнь медленно приземлился рядом с Сяо Янем. В этот момент и он, и старик Хуньмо больше не могли продолжать битву. Хотя Сяо Чэнь получил травму в результате истощения, старику Хуньмо так не повезло. «Предок Сяо Чэнь, все в порядке?» – поспешно спросил Сяо Янь. Он быстро передал Сяо Чэню целебную пилюлю. Кто же оказался победителем? Каков исход этого второго важнейшего раунда? «Я в порядке», – ответил Сяо Чэнь. «Однако боюсь, что этот раунд тоже ничья. Нам придется положиться на тебя в последнем раунде». Еще одна ничья? Яо Лао и другие рядом горько рассмеялись. 2 из 3 битв закончились в ничью. Такой исход звучал немного комично, но это означало, что самая важная битва выпала на Сяо Яня. «Оставьте последнюю битву мне», – уверенно произнес Сяо Янь. А вот глава зала душ был, мягко говоря, не в восторге от такого исхода. Он буквально выругал старика Хуньмо. «Ничья. Старейшина клана Хунь, ты был слишком высокомерен». Глава зала душ сильно хмурился. Он был крайне недоволен результатом старика Хуньмо. «Почему бы тебе не попробовать в следующий раз?» – рявкнул Хуньмо с холодным лицом. Его сердце в этот момент переполнялось яростью. Мало того, что он не смог победить, он даже потерял проклятие жабьей души. Кроме того, травмы в его теле доставляли ему большую боль. Хуньмо продолжил. «Я уже сказал вам вступить в войну с Альянсом Небесного Дворца, но все вы настаивали на этой битве среди сильнейших экспертов. Так вот, вы откусили больше, чем можете проживать. Если ты проиграешь последний раунд, тогда нас действительно будет ждать хорошее шоу». Старик Хуньмо яростно закричал. Глава Хунь Мишен на это ответил. «Существование зала душ чрезвычайно важно для клана Хунь. Сейчас не время устраивать масштабные битвы. Если вы действительно хотите войны, вы, естественно, сможете сразиться со всеми, с кем вам захочется, но только после того, как наш план будет завершен. Хватит нести чушь. Хунь Мишен, приготовься. Последняя битва между тобой и Сяо Янем». В этот момент вмешался Хунь Цяньмо. Он взглянул на Сяо Яня и сказал: «Битва между вами двумя и определит победителя». Глава зала душ слегка кивнул. Вот это уже интересно, как развиваются события. 2 ничьи и решающий бой Сяо Яня и Хунь Мишена. Сяо Чэнь показал себя превосходно, почти победив Хуньмо, который по уровню звезд был сильнее его. В тот момент Хуньмо по-настоящему ощутил ауру смерти. Напишите в комментариях, как вам эта битва. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока.